Не подвезете двух усталых путников до Филадельфии? Ну, конечно, подвезу. Вы же, парни, следуете неписанному кодексу дороги? Ну, кто же не следует? Ну, тогда садитесь. Мейлер представляет. Кроме фильмов Кевина Смита, Джерси известен тем, что в этом штате снимали сериал «Клан Сопрано». Культовое творение HBO, по сути, сотворило новую эпоху в кино и сериалах. Эпоху, в которой сериал вышел на равные с кино, иногда даже перегоняя по способу подачи, сценариям и визуальной части. Теперь мы можем наслаждаться огромным количеством качественных сериалов, и в этом огромная заслуга клана Сопрано. Только вот увидим ли мы те культовые места или нет, зависит от нашего водителя, а не от нас. Ну что, ребят, какими судьбами? Российское кино с колен поднять хотим. О, это очень кстати. Я, можно сказать, кинофил. И какие фильмы тебе нравятся? Сложно выделить один. Но вот франшиза Терминатора, например, мне кажется, лучший кинопродукт. Я считаю, что в ней каждый новый фильм лучше предыдущего. Конкретно Генезис, я считаю, что лучший Терминатор на сегодняшний день. Можешь не останавливаться! Ребята! Как же кодекс? Окей. Выходить хрен знает где, потом идти по дороге, останавливаться ночью в лесу. Не самая лучшая идея. Соглашусь. Не понимаю героев слэшеров. Почему они так боятся ночного леса? Здесь же хорошо. Да, тишь, Спокойствие, беззаботность, умиротворенность. безопасность. А ты что думаешь? Темный лес Джерси скрыл в своем сердце зло по имени Джейсон. Именно этот штат построил лагерь Нобибоско, который в кино зовется Кристал Лейк. Лагерь, к слову, до сих пор принимает посетителей, и неизвестно, сколько детей возвращается обратно к своим родителям. А все началось в 1980 году, когда вышел первый фильм из серии «Пятница 13». Оригинал встал на пьедестал, потеснив Хэллоуин, Техасскую резню и Кошмар на улице Вязов. Правда, убийца явно проигрывал и Майерсу, и Кожаному лицу, и Фредди. Через год убийца из Хрустального озера стал копировать маньяка из фильма «Город, который боялся заката». Копировал он его один в один. Саспенса поубавилось, твистов не было. По сути, второй фильм стал таким же серым слэшером, кои в те времена выходили чуть ли не в каждый уикенд. «Пятница 13» часть 2 была примечательна разве что самым длинным вступлением в истории кино. А вот третья часть, которая также вышла через год, будто и выпускала родня Бобби Котика, стала переломным моментом в серии. И если говорят про Джейсона Вурхиса, то, конечно же, говорят про образ из третьего фильма. Именно тут он надевает знаменитую маску, и его персонаж обретает каноничность. В бонус к строчке в списке лучших злодеев. Остальные части не особо выделялись. Публика в целом с радостью ходила посмотреть на слэшеры, но когда в 8-м фильме маньяк добрался до Манхэттена, негативный хайп подняли даже зрители. И вправду, имея на руках культового персонажа, чтобы снять так плохо фильм, где по сути кроме убийств ничего не происходит, надо постараться. Денег тогда он не собрал, и права перекупили авторы «Кошмара на улице Вязов». Потом был не особо известный в России фильм, снятый для единственной сцены. Затем Джейсона зачем-то отправляли в космос, но и в итоге, наконец, схлестнули с другим известным маньяком. Ну а жирной точкой в этой истории стал ремейк, вышедший из-под крыла Майкла Бэя. А на природе хорошо, да, Пузан?
Но почему? Почему любой вопрос, обращенный к тебе, превращается в риторический? Интересно, а что случилось с теми парнями, которые нас в тачку угнали? И знаешь, давай-ка вообще к черту вырежем эпизод с Джейсоном. Да и с Бобом давай тоже вырежем, а то выглядим мы там какими-то сыкунами. Подожди, а следующий штат какой? Пенсильвания. Пенсильвания. Именно туда многие едут за мотивацией. Поэтому мы все оправдаем. Пока без дыр в сюжете. Ручки чистенькие. В Пенсильвании нам понадобится город Филадельфия, в котором был снят «Рокки», самый мотивирующий фильм всех времен и народов. В этом прекрасном городе снимались все части «Рокки», кроме 4-го. И как вы знаете, основная часть успеха «Рокки» — это ступеньки Музея искусств Филадельфии. Именно их включение в программу тренировок позволило «Рокки» подняться так высоко. Не сочтите за каламбур. И, конечно, каждый турист считает должным пробежаться по ним. Я боец. Теперь я ничего не боюсь. No, thank you. Ну, что, рассказывай, как же прошло? Идеально уделал этого хлюпика. Этого хлюпика? Не важно, как ты ударишь, важно, какой силы ты держишь удар. А я знаю, откуда ты цитату взял. Откуда? Это же бой с тенью 3, Антон Кульчин. Все, хватит. Да, неплохо бы прекратить.
Иван Драго. Данный артефакт наконец вернет клюквенным фильмам достойных персонажей, а то одни уроды да трусы. Кроме отечественного Фредди Крюгера, само собой. Бонус за отечественный артефакт. Артефакт из Рокки взял? Еще нет. Да уже и не надо. Пенсильвания, штат, в котором снимался один из величайших фильмов, который разрушил все понятия о человеческих чувствах одной лишь фразой. Страха нет. Конечно же, я говорю про фильм «После нашей эры». В Пенсильвании находится одна из крупнейших площадок для создания визуальных эффектов, где и творили это чудо, да кому это вообще интересно. Конечно же, Пенсильвания известна еще тем, что там снимали «Ночь живых мертвецов», фильм, который определил современный архетип таких замечательных существ, как зомби. Именно снятый за копейки и собранный на коленке фильм Ромеро породил целый жанр о борьбе живых с мертвыми. Ромеро был вдохновлен романом «Я легенда». Он модифицировал антагонистов в тех, кого мы видим в фильме. Несмотря на отсутствие явных и четких посылов, свойственных Джорджу, первый фильм, несомненно, классика. И снимался он на кладбище города Эванс. На этом же кладбище снимался ремейк Тома Савини, который по сути превосходил оригинал. И именно данное кино можно смотреть хоть сейчас. Добротно снято и сыграно, уже без проблем с бюджетом и эффектами. Сценарий подправили, персонажей дорисовали и приделали полноценный посыл. По сути, ремейк окончательно закрепил культовость данного кладбища. Местные старожилы специально подходят к посетителям, которые долго шастают, и рассказывают, где находятся нужные места из фильма. «Ночь живых мертвецов» 1968 года по сути является прародителем множества фильмов, игр, книг, музыки, да и в целом таких существ, как зомби, в современном понимании. За все это надо сказать спасибо Джорджу Ромеро и его классической «Ночи живых мертвецов». Да мало кто это уже помнит. Серьезно. Изгадили играми в Стиме про зомби все, а классику не помнят. Они за нас сражались, а ты даже не знаешь их имен. Ну, чё, куда поим? Да, надо с кладбища Шона подвезти. Да, а кто такой Шон? Шон?